Здравствуйте, друзья! Продолжаю следить за приключениями принудительно мобилизованных жителей Донбасса, и особых перемен в их печальной судьбе пока не наблюдается. Мобилизованных из Донецка и Луганска так и продолжают использовать в качестве дешевого расходного материала, который не жалко. И положение их настолько отчаянное, что их жены и матери постоянно вынуждены записывать видеообращения. Они обращаются к командованию, обращаются к властям с просьбой хоть как-то спасти их мобилизованных мужчин. На днях вышло очередное такое новое обращение, в котором женщины рассказали, что мобилизованных из ДНР командование просто бросило в Херсонской области. При отступлении их командиры просто разбежались, ну а мобиков, как обычно, просто кинули на произвол судьбы. Родственники мобилизованных лиц 125-го полка, обращаемся к вам с таким образом. С февраля 2022 года по настоящее время наши мужья, сыновья, братья были мобилизованы и проходят военную службу в воинской части 08805, дислоцированной в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. Они, согласно официальным документам, выполняют боевые задачи с риском для жизни по защите суверенитета Донецкой Народной Республики на линии боевого соприкосновения. Фактически мобилизованные лица находятся за пределами Донецкой Народной Республики на территории Херсонской области. По состоянию на сегодняшний день сложилась ситуация таким образом, что населенные пункты, где фактически дислоцированы мобилизованные военнослужащие 125-го полка, в результате наступления со стороны Украины зашли вооруженные силы Украины, командование 125-го полка, в частности, командир 3-го батальона, покинул место дислокации, был без связи с нашими мужчинами, вынуждены были покидать населенные пункты, занятыми ВСУ, самостоятельно, не имея каких-либо приказов или указаний о дальнейшем действии, о сложившейся боевой обстановке. В общем, довольно типичная картина. При отступлении российское командование всегда в первую очередь бросает мобиков из Донбасса, поскольку их никто не считает, за них не нужно будет отвечать, и уже только поэтому их никому не жалко. Наши мужчины не проходили воинскую подготовку, основную и дополнительную. Некоторые из них ранее не проходили службу в вооруженных силах и не имеют боевого опыта. Мобилизованные лица должны были сначала отправлены на подготовку в полигон. Более того, не было проведено медкомиссии, медицинского обследования мобилизованных с целью определить состояние здоровья для выяснения, в какой части войск они пригодны для прохождения воинской службы и все ли пригодны для прохождения службы. Ну и тут дальше просто классика. Бросили на убой без всякой подготовки, никто никого не тренировал, медкомиссию тоже никто не проходил, вообще плевать, годен, не годен. Поймали на улице, хоть у тебя там туберкулез, хоть ты чем-то болен, вообще никто не спрашивает. Просто вот поймали и отправили на фронт. В общем, картина не меняется. Да? Вот этих донбасских мобиков вообще никто не жалеет. Отношение к ним самое такое вот скотское, максимально циничное. И остается в этой ситуации всем этим людям просто постоянно передавать через своих жен и матерей вот такие вот заявления и обращения, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей беде. И вот тут начинается самое интересное, потому что на России тоже сейчас идет мобилизация. И вот это такой, знаете, большой привет российским мобилизованным, потому что они, может быть, думали, что к ним будет какое-то другое отношение, но нет, мы уже видим, что их точно так же бросают на убой, у них точно так же тоже никто не пытается даже как-то их там подготовить, да, какое-то время обучить, просто сразу из военкомата, сразу на фронт, и уже мы знаем, первые цинковые гробы отправились в Россию. То есть вот такое вот отношение российских командиров к своим же, к людям, которые воюют и бьются за них. И я, честно говоря, не понимаю, просто у меня не укладывается в голове, как эти там русские, россияне, российские патриоты, как они при всем этом могут нормально относиться к Путину, к своим командирам и поддерживать ту дичь, которая вообще сейчас
творится. Давайте распространим это видео. Вот хотелось бы, чтобы его увидело как можно больше людей. В том числе, вот я надеюсь, что оно дойдет и до россиян. Вот его нужно распространять в соцсетях, чтобы там тоже смотрели, чтобы не было никаких иллюзий по поводу того, что происходит. Тут какая-то защита русских. Да какая защита? Их наоборот, всех максимально истребляют, максимально скотское к ним отношение, какое себе вообще никто не позволял, даже из иностранных государств. Поделитесь видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.